В данном видео мы покажем весь процесс изготовления и монтажа гипсового потолочного карниза. Первый этап – чистка ножа карниза. Нож состоит из железного профиля и деревянной основы, вырезанных на ЧПУ станке по сечению из проекта. Нож очищается от остатков гипса после предыдущей протяжки для четкости рельефа. Затем очищается стол, на котором будет выполнена протяжка. На угловом столе заранее протягивается рельеф задней стенки, чтобы облегчить карниз. Стол смазывается. Так готовый карниз будет легче снять. Второй этап – подготовка гипсовой смеси. В работе используется гипс марки Г-16, производства Самарского гипсового комбината. Данный гипс является высокопрочным и отлично подходит для гипсовой лепнины. Гипс тщательно замешивается. Третий этап – протяжка карниза. Заготовленную смесь заливают на стол. Изначально смесь делают более густую. Изготовление начинают не сразу, дают гипсу еще немного загустеть. Когда гипс начинает схватываться, приступают к протяжке. Шпателем распределяют смесь по форме будущей детали. Количество протяжек зависит от сложности карниза. Нож срезает излишки гипса, формируя необходимый рельеф. Первые протяжки являются черновыми и формируют основу карниза. Мастер собирает излишки и повторяет протяжку. В ходе работы нож очищается для придания четкости рисунку, чтобы остатки гипса не портили изделие при повторной протяжке.
Когда гипс достаточно загустел, приступают к чистовой протяжке. Чистовую протяжку выполняют уже жидкой смесью. Черновая протяжка застывает и нагревается, ускоряя схватывание смеси. Так как смесь быстро застывает, в работе участвуют два мастера. Жидкая смесь позволяет сделать идеальный, четкий и гладкий рельеф, который и выделяет гипсовые карнизы и молдинги на фоне синтетических аналогов. После завершения протяжки убираются излишки на краях. Четвертый этап – подготовка карнизов к монтажу. На поверхность наносится насечка для лучшей адгезии клея к поверхности гипса. Затем угол карниза зарезается под 45 градусов. Сырой гипс отлично пилится ножовкой. Срез получается идеально ровным. Затем равняют обратную сторону карниза. Пятый этап – монтаж карниза. Разводится клей на гипсовой основе. Он идеально подходит для монтажа изделий из гипса. Мастера приступают к установке карниза. Для начала карниз примеряют. Затем на подготовленную поверхность с насечкой наносят гипсовый клей. В данном видео мы показываем процесс установки карниза.
Если вы хотели бы посмотреть процесс доводки или видео на другую интересующую вас тему, напишите нам об этом в комментарии. Также советуем посмотреть другие наши видео по подсказке сверху. Приклеивают карниз. Так как клей схватывается в течение часа, карниз дополнительно фиксируется саморезами. Все отверстия будут замазываться шпаклевкой после высыхания карниза. Первая деталь карниза установлена. Мастера приступают к монтажу следующей детали. Примеряют карниз, ставят отметки. Проклеивается торец карниза. Затем наносят клей на гипсовой основе. Приклеивается карниз. Готовят потай для шурупов и анкеров, чтобы шляпки не выпирали над поверхностью карниза. Тип крепления зависит от поверхности стены. В гипсокартон вкручиваются саморезы, а в бетонную стену карниз фиксируется анкерами. Монтаж первых двух деталей завершен. Гипсовым клеем на черновую шпаклюется угол. Аналогичным образом карниз устанавливается по периметру комнаты. Данная комната имеет два уровня потолка. На втором уровне в карниз добавится декоративная вставка и подсветка. Монтаж карниза закончен. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся опытом и рассказываем о всех тонкостях нашей работы.